Маленький мальчик внезапно заболевает загадочной болезнью. Когда мать мальчика приводит его в больницу, ей говорят, что у ее сына редкое заболевание, от которого практически невозможно найти лекарство. Как раз в тот момент, когда она уже почти потеряла надежду, появляется ворон, держащий в клюве нечто ужасное. В небольшой деревне жизнь мальчика оказалась под угрозой, когда он столкнулся со странной болезнью. Сначала ничего не происходило, и в течение нескольких недель он счастливо жил своей жизнью. Но потом у него началось носовое кровотечение, несколько часов в день он не мог проглотить ни еды, ни воды. Он быстро похудел и замкнулся в себе. Его мать была вне себя от беспокойства и водила его по многим врачам, но, казалось, никто не знал, что происходит с ее сыном. Тем не менее, он умирал и постепенно угасал. Однажды, когда мать мальчика, Саманта, ходила по магазинам, она встретила на местном рынке старую школьную подругу. В их маленькой деревушке было холодно и пустынно, что определенно не привлекало туристов, поэтому Саманта была удивлена, увидев свою старую школьную подругу. Ее подруга сказала, что она приехала в город, чтобы встретиться с родственниками мужа. Две женщины договорились встретиться в единственном баре в деревне и разошлись в разные стороны. Когда Саманта вернулась домой, она пошла в комнату своего сына, чтобы проведать его. Он был таким же слабым, каким был, когда она уходила из дома. Врачи дали ему обезболивающие, чтобы справиться с болью, которую он испытывал. Ему не становилось лучше, но, по крайней мере, он не испытывал боль. Наблюдая за худощавой фигурой своего сына, Саманта почувствовала себя виноватой из-за того, что ушла из дома в тот вечер. Однако она быстро избавилась от мыслей о чувстве вины. Она тоже чахла от беспокойства и недостатка пищи. Она была слишком занята своим сыном, чтобы заботиться о себе или о чем-то еще. Она уволилась с работы только для того, чтобы как следует заботиться о своем маленьком сыне, и нисколько об этом не жалела. Но время от времени ее проблемы становились для нее слишком большими, и она плакала в ванной, чтобы никто ее не услышал. У нее не было мужа, и единственным человеком, на которого она могла положиться, была ее сестра. Вместе со своей сестрой она заботилась о ее сыне Марке. В тот вечер она оставила сына в заботливых руках его тети и пошла гулять со своей подругой. Для нее это было всего лишь развлечением, но она и не подозревала, что в ходе своей ночной прогулки она узнает нечто такое, что спасет жизнь ее сыну. Саманта и ее подруга пили и танцевали всю ночь напролет. После нескольких рюмок она стала разговорчивой, и это заставило ее рассказать обо всем, что происходило не так в ее жизни. Она рассказала подруге о своем больном сыне и болезни, у которой не было названия и лекарства. Подруга сидела тихо и просто успокаивала ее. Вскоре Саманта перестала плакать и извинилась перед подругой за то, что вот так выплеснула всю свою душевную травму, когда они не виделись много лет. Больше ей нечего было сказать, она собрала свои вещи и вернулась домой к своей печальной жизни. Прошло 2 недели, и Саманта совсем забыла о том вечере, когда она гуляла со своей подругой. Она хорошо провела время, но больше ни с кем не могла встречаться, потому что ей нужно было сосредоточиться на сыне. Она была удивлена, когда ей позвонили с неизвестного номера. Это оказалась подруга, с которой она ходила на танцы. Ее подруга сказала, что хочет поделиться с ней чем-то важным, и попросила у нее адрес. Саманте все еще было неловко за свое поведение в тот вечер, но она неохотно назвала свой адрес. Вскоре ее подруга подъехала к ее домику, и Саманта впустила ее, сразу предложив горячий шоколад, чтобы согреться. Не теряя времени, подруга Саманты рассказала ей, что есть возможное решение проблемы с болезнью ее сына. Ее слова сразу же привлекли внимание Саманты, и она попросила подругу рассказать подробнее. Ее подруга, Синди,
рассказала ей о бабушке своего мужа, которая жила глубоко в лесу. Это была странная старуха, прожившая 103 года. Саманта считала свою подругу сумасшедшей. Никто не смог бы прожить так долго в одиночку без необходимых вещей. Но Синди рассказала, что пожилая женщина была кем-то вроде народной целительницы и поддерживала свою жизнь так долго, принимая определенные травы и снадобья. Саманта сомневалась, но продолжала слушать. Синди сказала, что рассказала своей свекрови о Марке и что она никогда не видела ее такой потрясенной. Пожилая женщина сказала, что его симптомы напоминают ей о болезни, которая когда-то терроризировала местных жителей, когда она была еще маленькой девочкой. Затем Синди спросила Саманту, не текла ли у ее сына из носа странная жидкость пурпурного цвета. Сердце Саманты остановилось. Она обнаружила жидкость только утром, когда купала Марка, поэтому Синди не могла знать об этом. По потрясенному выражению лица Саманты она поняла, что они нашли общий язык. Ее свекровь рассказала все о странной болезни, которая распространилась по всей деревне. Это была смертельная болезнь, но никто точно не знал, как ей заразился. Позже кто-то обнаружил, что это был какой-то вид паразита. К счастью, это не было заразным, но для несчастной жертвы паразит размножался и питался ими до тех пор, пока от них не оставались кожа до кости. Саманта пришла в ужас и спросила Синди, почему медицинский мир не знает о такой опасности. Синди повторила слова своей бабушки. Это была наша проблема, и мы решили ее сами. После первых 20 случаев мы закрыли деревню. Посторонним вход был запрещен. Никто не знал, когда это началось, а когда мы нашли лекарство. Никто не знал, что это закончилось. Десятилетия назад никто не говорил об этом посторонним, и поэтому это оставалось местной тайной. Кроме того, в последнее время никто не заражался этой болезнью, пока ею не заболел Марк. Саманта спросила, что это за лекарство, но Синди сказала ей, что пожилая женщина попросила, чтобы мальчика привели к ней, чтобы она могла его осмотреть. Только тогда она расскажет о лекарстве. Ее слова расстроили Саманту, и она сочла просьбу странной. Но если ее умирающего сына можно спасти, она сделает все, что угодно. Она попросила Синди и ее сестру помочь усадить мальчика в машину и отвезти его в дом целительницы. Но они и не подозревали о черном вороне, который следовал за ними. Когда Синди сказала, что старуха живет в лесу, она не шутила. Они ехали почти 3 часа, прежде чем увидели маленький домик в лесу. Саманта помнила, как, когда только переехала в город, слышала истории о старой лесной ведьме. Она всегда думала, что это была тактика отпугивания детей от леса, но, встретившись взглядом со старушкой, сидевшей на крыльце, она поняла, как сильно ошибалась. Встреча со старушкой не заняла много времени. Она подтвердила, что в мальчике был паразит, и ему становилось все хуже, поскольку он поражал его легкие. Целительница, наконец, раскрыла лекарство. Экстракт редкого цветка под названием «пылающая лилия» помог вылечить болезнь. В сердце Саманты расцвела надежда, и она спросила, где его можно найти. Пожилая женщина сочувственно посмотрела на Саманту и сообщила, что это растение растет только на вулканах, расположенных на границе города. Саманта сказала, что немедленно найдет дорогу туда, но пожилая женщина остановила ее, сказав, что Саманта не понимает. Цветы росли на лаве, а не вокруг вулканических гор или на их вершинах. Точно так же, как водяные лилии росли на воде, огненные лилии могли выжить только при сильном жаре вулканов. Было бы трудно раздобыть даже один цветок, а им понадобился целый букет цветов, чтобы получить столько экстракта, сколько требовалось для исцеления умирающего мальчика. В те времена отважные мужчины рисковали своей жизнью и спускались в жерло вулканов,
чтобы добыть цветы, и многие из них погибли при этом. Саманта почувствовала, как сердце сжалось у нее в груди. Она вернулась к исходной точке и почувствовала такую же безнадежность, что заплакала. Пожилая женщина пожалела молодую мать и предложила дать ее сыну какую-нибудь смесь из трав, которая замедлит размножение паразитов. Это не вылечило бы его, но немного улучшило бы состояние. Выпив смесь, мальчик заметно окреп. Он знал, что это только вопрос времени, когда он снова почувствует слабость, поэтому поспешно поговорил с мамой. Он слышал, что сказала пожилая женщина, и знал, что его мама теряет веру в то, что он выживет, но она не знала, что у них есть друг, который может помочь. Слабым, хриплым голосом Марк попросил пожилую женщину нарисовать на бумаге пылающую лилию. Все присутствующие были озадачены его просьбой, но она, не колеблясь, выполнила ее. Затем мальчик попросил свою маму снять с шеи свисток и выйти на улицу, чтобы подуть в него. Он сказал ей, что его друг ответит на призыв свистка. Она должна показать картинку с цветком его другу, и он получит его. После этих последних наставлений он погрузился в сон. Саманта была сбита с толку и почти не слушала сына, но что-то заставило ее подчиниться ему. Она взяла свисток и рисунок с изображением цветка и вышла на улицу, чтобы сделать так, как сказал ее сын. Она дунула в свисток, и ей не пришлось долго ждать, прежде чем появился ворон. Хотя она была удивлена, увидев его, она знала ворона, потому что всегда ворчала на своего сына из-за того, что он проводит с птицей слишком много времени. Она понятия не имела, что они делали вместе, но поскольку ее сын попросил ворона о помощи, она решила довериться ему. Она показала ворону картинку с цветком, и он с минуту смотрел на нее. Не успела она опомниться, как ворон взлетел, взмахнув крыльями. Она смотрела на него, пока он не превратился в черную точку в небе, не веря в него так, как верил ее сын. Тем временем в доме Марк то засыпал, то выходил из сна. В своих снах он подсознательно вспоминал, как встретил ворона. День был холодный, но это не помешало Марку играть. Старшие мальчики никогда не позволяли ему играть с ними, а больше в деревне не было никого его возраста, поэтому он обычно играл один. В тот день он собирал хворост, чтобы посмотреть, сможет ли он построить миниатюрную копию своего дома, как вдруг увидел черную фигуру, дрожащую на снегу. Он присмотрелся и увидел, что это была птица. У ворона была сломана лапка, и он не мог улететь в более теплое место, поэтому просто лежал на снегу. Маленький мальчик пожалел ворона и сразу же подхватил его на руки и спрятал в своей куртке. Подумав, что птица, возможно, голодная, Марк порылся в карманах в поисках чего-нибудь перекусить и скормил это ворону. Ворон был рад, что его согрели и накормили, но когда он поел, Марк не был уверен, что с ним делать. Итак, он тайком принес птицу в свою комнату, потому что знал, что мама будет ругать его, если найдет. Как только он добрался до своей комнаты, не вызвав у мамы подозрений, он достал птицу из кармана куртки и осмотрел ее. Конечность была явно сломана, но Марк не знал, что делать. Он вспомнил, что видел фильм, где актер перевязывал сломанную ногу, но не был уверен, что сможет повторить это. Кроме того, что если лечение не подействует на животных? Как бы то ни было, он должен был попробовать. Он взял кусок ленты и флакон мази из комнаты своей матери. Он нанес мазь на рану птицы, как это много раз делала его мать, и перевязал лентой сломанную конечность птицы. Закончив, он отступил на шаг, чтобы полюбоваться работой своих рук. Ворона подлатали, но летать он мог еще не скоро. И Марк решил усыновить его. Он взял старую картонную коробку и проделал в ней дырки, чтобы ворон мог дышать. Он принес из кухни 2 миски
и наполнил их кормом и водой для птицы. Поставив их в коробку, он вытер руки, довольный тем, что обеспечил своего друга едой и кровом. Но их совместное проживание продлилось недолго. Однажды его мать вошла в его комнату и была потрясена, увидев черную птицу, летающую по комнате ее сына. Она закричала, а когда поняла, что это дело рук ее сына, отругала его и велела отправить птицу на улицу. Марку было грустно расставаться со своим соседом по комнате, но он сохранил дружбу с вороном. Он купил свисток и научил ворона прилетать, когда он в него дует. Они вместе играли во всевозможные игры. Он рисовал предметы на листе бумаги, а умный ворон мог распознавать их и приносить ему. Это была их любимая игра, и они играли в нее так много, что Марк чуть не попал в беду, когда однажды ворон принес ему крупную купюру. Несмотря на то, что ему нравилось общество ворона, он по-прежнему жаждал внимания старших мальчиков, игравших возле его дома. Однажды он позвал ворона, но не получил ответа и решил пойти поиграть с мальчиками. Впервые с тех пор, как он переехал к ним, они позволили ему поиграть с собой, но все пошло наперекосяк, когда они поманили его к озеру и погрузили с головой под воду. Оглядываясь назад, можно предположить, что именно так он и заразился. Когда ворон вернулся из своего путешествия, он пролетел мимо дома своего любимого человека, но так и не увидел его. Он видел, как две женщины, с которыми жил мальчик, входили в дом и выходили из него, но не увидел своего друга. Он сидел на дереве рядом с домом и терпеливо ждал, когда раздастся свисток. Однажды он увидел, как две женщины в доме несут небольшой сверток к своей машине. Ему потребовалось некоторое время, чтобы узнать своего друга, потому что тот сильно похудел. Ворон узнал его только по свистку, висевшему у него на шее. Он недоумевал, что с ним случилось, и был опечален тем, что не смог помочь своему другу. Он последовал за машиной, а когда они добрались до места назначения, забрался на дерево и стал ждать. Ворон оживился, когда внезапно услышал свист и огляделся в поисках своего друга-человека. Он был разочарован, когда увидел мать мальчика, но все равно подлетел к ней. Она протянула ему листок бумаги, и он понял, что его другу нужен этот предмет. Он узнал рисунок и сразу же отправился отнести цветок мальчику. Добравшись до горы, он остановился на вершине вулкана, обдумывая свой следующий шаг. Хотя вулкан не извергался уже много лет, было по-прежнему темно и жарко. Но ради умирающего мальчика ворон был готов на все. Он устремился вниз к вулкану и, спустившись на некоторое время, наконец увидел цветы. Было бы слишком легко умереть в таком месте, но ворон знал, что должен отнести цветы своему другу. Он аккуратно собрал цветы и по одному отнес их на вершину вулкана, пока они не превратились в внушительный букет. Затем он взял его в клюв и полетел обратно, чтобы спасти своего друга. Саманта даже не помнила, с каким поручением она отправила птицу. Вот как мало она верила в друга своего сына. Поэтому, когда появился ворон с букетом огненных лилий в клюве, она потрясенно ахнула и чуть не потеряла сознание. Она знала, что вороны – одни из самых умных птиц в мире, но никогда бы не поверила в это. Пожилая женщина быстро взялась за дело и выжала всю жидкость из цветов. На это ушли часы, но встревоженной матери мальчика показалось, что прошли месяцы. Наконец у нее была маленькая бутылочка с настоем, и она сразу же приподняла голову мальчика, чтобы дать ему это. Выздоровление Марка было медленным, но заметным. Вскоре он смог самостоятельно сидеть, а через 2 недели уже был на ногах. Он оставался в доме целительницы на протяжении всего периода выздоровления, пока не пришло время отправляться домой. Когда он вернулся домой,
Ворон, не теряя времени, уселся ему на плечо, издавая радостные звуки, словно приветствуя его возвращение. Он был рад, что смог помочь своему другу. В конце концов, всего несколько месяцев назад он сделал то же самое для него. Видя, какой большой вклад Ворон внес в спасение жизни ее сына, Саманта позволила ему стать частью их семьи, и Ворон прожил остаток своей жизни как любимый домашний питомец семьи. Дорогие зрители, а у вас есть такой друг, как Ворон, который рискнул бы своей жизнью ради вас? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.